Привет всем! Я обещал вам показать в одном из прошлых роликов семейство лебедей с птенцами этого года выводка. Вообще в этом году лебеди почти никто не выводил птенцов, они отдыхали. В прошлом году я насчитал около 2 десятков птенцов и 5 или 6 пар имели птенцов, то есть был такой год ударный. А в этом году довольно долго, я вот весь май, до конца мая, а выводят они в конце апреля, в мае, смотрел на озере, в заповеднике и не видел ни одного семейства. Зато было огромное число уток всех видов и мастей птенцами. И вот совсем случайно, в самом конце мая, в первых числах июня, удалось увидеть вот это веселое семейство. Это у нас северный берег озера Осиах, это Каринтия, Австрия и пляж. И вот они приплыли сюда развлекаться. Ну и может быть чего-то перехватить, если будут люди с каким-то кормом. А мы там были, в общем-то, по делам. С собой корма никакого не было, но была видеокамера. Поэтому я вам показываю вот эту прелесть. На канале есть много роликов, есть про голубя-голубку, семейство лебедей, которые вывели птенцов, привели к нам совсем еще таких пушистиков, и потом, как они росли, и как в итоге они отделились от родителей и стали жить своей жизнью. То есть вот такой весь цикл их жизни детской, лебединого детства можно посмотреть у меня на канале, есть ролики про это. Вот это сейчас, вот этим птенцам от 2 до 3 недель примерно. То есть они еще совсем маленькие, но уже вовсю плавают, уже повторяют все за родителями. Если обратите внимание, у них вместо крыльев такие маленькие лапки. Вот они ныряют, в общем, ведут себя достаточно весело. А лебеди с ними держатся возле людей, а держатся и в камышах. То есть они живут в камышах. Цель – минимизировать риски для вот этих деток. Риски идут от щук и от больших птиц, хищных. Вот когда лебеди рядом с людьми, хищные птицы туда не прилетают. И когда они возле берега на мелководье и там, где камыш, там, где пляж, туда не заплывают щуки. То есть вот они параллельно, они не просто приплывают сюда за каким-то кормом, им еды на озере хватает, они питаются, они не нуждаются ни в какой подкормке. Мы их кормим чисто в качестве такого деликатеса. Вот. А вопрос безопасности, к сожалению, любой выводок, как правило, имеет некоторые потери. Но недостатка ни в лебедях, ни в утках на озере нету. Даже есть некоторое перенаселение, есть заповедник водоплавающих птиц, и у них случается иногда перенаселение, некоторые птицы улетают на другие озера. Итак, в этом ролике, в конце ролика, будет еще одна семья. Вот буквально через несколько дней после этой я встретил еще одну семью с птенцами. А сейчас посмотрите анонс. Вы видели анонс нового фильма, а сейчас я занимаюсь обработкой материала. Места просто красивейшие, вы сами видели. И сделаю фильм с обзором того, что касается плотины, водопадов и вот этих симпатичных коров. Это все в Австрии, в Каринтии. Мальта-Таль, долина. Итак, это у нас озеро. Вот слева мы видели камыши, где живут как раз лебеди. А на озере сезон. С 1 июня просто как с приходом календарного лета наступила жара.
Вода прогрелась, вода сейчас уже 27 градусов, очень теплая. Температура, воздух, тепло. И туристы, полно туристов, все уже приехали, все отдыхают. Я давал на канале рекламу, у нас есть дом на озере и апартамент, который мы сдаем в аренду. Вот все уже до конца августа, все сдано. Вот, то есть нету ни одного места. А там вдалеке вы видите, это Асиах, и там монастырь бывший, он был бенедиктинский монастырь 12 века. Вот сейчас в этом здании находится музыкальная школа, высшее учебное заведение, и там же проводятся фестивали «Карентийское лето». Ну, видите, народ купается, в общем-то озеро чистое. Была проверка евросоюзовская по всем озерам стран Евросоюза. Австрия заняла 3-е место по чистоте озер, а 1-е и 2-е место заняли, что интересно, Кипр и Мальта, где есть по 1-2 маленьких горных озера. Ну, то есть озера Австрии чище, чем в Швейцарии, в Германии. Из всех многочисленных австрийских озер только одно озеро не получило отличную оценку. Ну вот озеро Асяхерзе, все Карентийские озера получили оценку отлично. То есть в плане купания никаких проблем нет. Вот видите, интересно, их было 5. Один куда-то затерялся. И вот эти его ждут. Ждут, оглядываются и ищут. Ну, я знаю, где он на самом деле. Но им подсказывать не буду. Пусть сами ищут. Никуда он не денется, конечно. Ну вот видите, они его зовут. Давай там, не задерживай. Ну, вот этот один, он, скорее всего, будет крупный и будет такой лидер. Скорее всего, такой мальчик, который самый любопытный. Вот, видите, они очень смешно себя еще ведут. Стараются подражать родителям. Ну, такие интересные. У них еще не перья, у них еще пух. Вот видите, это так организован пляж. То есть вот с этого пирса там есть лестницы, которые спускаются в озеро. Хотя можно заходить и по дну. То есть дно тоже нормально. Вот, ну, всего семейство собралось, их 5 штук. Всех собрали и поплыли. Вообще лебеди вот так семействами, и утки тоже, они делают обходы. У них есть какая-то территория, которую они занимают. И по этой территории, по берегу, они от дома к дому, они знают, где можно получить угощение, где можно выйти на берег, пощипать травку. И у них есть такая дневная программа. Вот у нас есть семейство голубь и голубка, которые нас каждый день по 2 раза, а то и по 3 радуют своим посещением. Кстати, у меня было несколько роликов про лебедя Кешу. Ну, молодой, он пока один, без пары. Он заходил, а потом появились голубь с голубкой, и, естественно, ему доступ к нам теперь закрыт. Но Кеша уже не первый раз приходит под покровом ночной темноты, то есть в темноте, в сумерках. Лебеди обычно в темноте уже уплывают спать, ну, в свое укрытие, в камыши. Вот Кеша приплывает к нам в темноте, и я умудрился его заснять, то есть я сделал освещение в камере. Ну, естественно, его угостил, естественно, с ним побеседовал, у нас с ним были очень хорошие отношения. И я, честно говоря, очень рад, что Кеша не забыл дорогу и периодически к нам приплывает. А сейчас вести с полей. Итак, у нас 3 поля. Вот видите, на одном поле у нас пшеница. И сейчас мы видим поле, на котором ничего нет. Оно вспаханное. Это состояние было где-то на конец апреля. Вот я вам прошлое видео рубрики «Вести с полей» закончилось вот этим состоянием. Сейчас на этом поле, вот видите, мы видели эту пашню, а сейчас это кукуруза. Она уже где-то сантиметров 30-40 подросла. Вот эта кукуруза в итоге станет 2-метровой, больше 2 метров, выше моего роста. А там пшеница. А на том поле, на котором косили траву в последний раз, опять косят траву. Это уже 3-й покос. Вот все это, и трава, и кукуруза, и пшеница, все это кормовое. Вот за дорогой там есть фермерское хозяйство довольно большое, они держат коров и сами себя обеспечивают кормами.
Вот, коровы здесь, в Каринтии, от недостатка еды не страдают, как вы понимаете. И у фермеров, в общем-то, замкнутый цикл по всему. То есть корм для коров они тоже производят сами на своих небольших вот этих полях. Ну, кукуруза. Потом кукуруза будет такая, что из-за нее не видно будет ничего. То есть она просто вот будет огромного размера. А вот это дома местных колхозников. Ну, они уже сделаны в том числе для того, чтобы принимать летом отдыхающих. Ну, то есть там живет само семейство. А вот это в рубрику «Вести с полей» я решил расширить, введя животноводство. Вот это будет отдельный рассказ про вот этих симпатичных коров. Итак, что будет дальше в ролике? Вы полюбуетесь цветами. Это наш участок. В конце ролика будет специально некоторые группы вот растений, группы цветов будут отдельно сняты. А в конце ролика будет еще один анонс. И в конце ролика будет другое семейство лебедей с птенцами. А сейчас наши любимцы. Это у нас Варя, Мася и Буся, хозяева Елена и Андрей. А это на шкафу у нас Ася, хозяйки Марины. А вот этот красавчик с выразительными глазами – это Марсик, хозяйки Натальи Деминой. А вот это у нас Мелиса, которую хозяйка Лилия нашла в коробке. Ну, Мелиса, судя по всему, очень довольна, что ее нашли. Вот это у нас Найда. И вот на ошейнике есть такая табличка Найда, чтобы все знали. Вот это у нас Чанёль и Хару. Такие имена. Хозяева Ольга, Наташа и Илья. А вот это у нас братец Лис, Луксор, и охраняет их Габи, хозяйки Татьяны. А вот этот красавчик Тимоша с картой Антарктиды на носу, у него хозяева Ирина и Виталий. А сейчас рубрика «Помним и любим» о наших любимцах, которые ушли за радугу. Это Грейси и принцесса. Их помнит хозяйка Наталья. А это кот Бася, хозяйки Тамары. А котики Паша помнит хозяйка Ольга. На этом мы заканчиваем рубрику «Наши любимцы» и идем дальше. А дальше у нас заповедник Тибель-Мюндунг. Это на восточной оконечности озера Осях. И я там, когда был на своей традиционной прогулке-пробежке, увидел вот этих лебедей. Это молодая пара, и у них 3 птенцов. Ну, молодцы. А в заповеднике им более безопасно, и в заповеднике много корма. Там специально засаживается необходимая трава и водное растение. Вы сейчас можете полюбоваться цветами, а я скажу пару слов относительно обещаний. То есть, если я делаю какой-то анонс, этот ролик обязательно выходит. Если вы мне присылаете письмо с фотографиями ваших любимцев, эти фотографии обязательно появляются в альбоме. Просто нужно время. Сейчас лето. Я делаю 2 ролика в неделю в среднем. И вам сейчас, наверное, не очень до компьютера. И мне есть какие-то соблазны, где-то искупаться, где-то поплавать. Поэтому, вот, работая в таком темпе, 2 ролика в неделю, и имея огромное количество сюжетов, я просто не могу их сделать сразу. То есть, если ролик анонсирован, он появится. Но он появится не обязательно следующим, а может быть через 2, 3, 4 ролика. Но он будет. У меня такой принцип. То есть, если я пообещал, я это выполняю. Или же я
извинюсь, скажу, что я не могу выполнить по каким-то причинам. А сейчас я хочу вам подарить вот эти прекрасные розы. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления и успехов вам!